Всем привет, мое имя Bella the Creator. Я приехала из Сибири в Корею 3 года назад. Я занимаюсь творчеством, созданием и танцем. Мои основные танцевальные направления — это вок, high heels, хореография и фрейм-ап. И на данный момент я стала больше увлекаться режиссурой и созданием красивых видеороликов. В этом видео, которое мы сняли, нет какого-то посыла, но я думаю, что по видео и так все понятно. Я просто хотела показать женскую красоту, женскую силу и женскую энергию. Я собрала в одном месте 16 великолепных девушек и просто хотела их показать всему миру. Моя любимая сцена, где девушки сидят в одной линии, близко друг к другу, и здесь не было никакой заготовки, то есть это полный фристайл, и каждая из девушек двигалась так, как она хочет. И в этом кадре видно разный характер, разные движения каждой из девушек. Кто-то двигался более дерзко, кто-то более закрыто и застенчиво, кому-то достаточно было просто посмотреть в камеру, и это уже выглядело очень магически. Когда я создаю хореографию, для меня самое важное — это, во-первых, музыкальность, а во-вторых, то, чтобы движение и музыка идеально сочетались между собой. То есть для меня важно не просто набор движений каких-то под музыку, а именно то, как течет весь танец. Однако в данном проекте я абсолютно не соблюдала свои же правила, потому что на этом видео я хотела сделать именно визуал. Я не заостряла внимание на хореографии. Наверное, у меня заняло минут 30 создать все движения. Я больше ориентировалась на визуал. Я хотела создать в кадре какую-то геометрию, круги, треугольники, квадраты, просто чтобы все это красиво выглядело со стороны. Если честно, я просто ненавижу общаться с людьми, коммуницировать, особенно с таким большим количеством людей, которые были в этом проекте. И для меня самое сложное — это было общаться с командой, с видеооператорами, с директорами студий, в которых мы снимали все эти видеоотрезки. Я думаю, что я потратила примерно 80% всей своей энергии именно на контакты с людьми в этом проекте. Особенно была проблема — это изменение состава танцоров, потому что очень многие девочки ушли из команды, когда узнали, какой у нас будет костюм в данном видео. И очень много человек отказались от участия. Мне приходилось искать новых людей, внедрять их в команду и объяснять все с самого начала. Это было тяжелее всего. Но я думаю, что в этом проекте я прокачала свои навыки, вышла из своей зоны комфорта. И в дальнейшем, если у меня будут такие же крупные проекты, я могу более четко и более проще коммуницировать с людьми, несмотря на какие-то трудности в языке. Да, остальная часть съемки, сам процесс, сами репетиции были очень клевыми, очень веселыми, очень простыми. И да, больше всего энергии заняло это именно контакт и коммуникация с людьми. На самом деле уже запланирован еще один похожий проект, потому что этим видео заинтересовался один французский музыкант, и он хочет, чтобы я создала для него почти точно такое же видео для релиза его нового трека, и это видео будет на обложке в Spotify и на YouTube в его новой композиции, новой музыке. То есть в скором времени мы создадим почти похожий проект. А вообще, я очень хочу работать с известными артистами, с певцами, певицами,
И больше всего мне интересно это рэперы. Я бы очень хотела поработать с рэперами в России, в Корее и вообще где-то за рубежом. Я считаю, что у меня отличная насмотренность на какие-то музыкальные видеоклипы. И я бы хотела создать визуал, какую-то танцевальную композицию, может быть, даже концертное шоу для рэп-исполнителя. Это моя большая мечта, к которой я постепенно иду, включая этот видеопроект, который мы сняли. То есть этот проект был одной из ступеней к какому-то огромному, большему проекту. Я считаю, я на 100% уверена, что этим миром правит любовь и творчество. И я хочу создавать крутые, красивые проекты, которые будут вдохновлять массу людей. Это моя жизненная миссия. Поэтому подписывайтесь, смотрите мои новые видосы, комментируйте. И я надеюсь, что они вас вдохновят на что-то большее. Спасибо.